Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео мы рассмотрим с вами набор гель-красок для стемпинга от компании Beauty Lux. Набор упакован в красочную фирменную коробку. Изначально коробка еще и зафальцована такой вот пленкой. В принципе, на коробке есть вся необходимая информация, сроки годности, состав, меры предосторожности. В наборе 12 оттенков. Это шиммерная коллекция гель-красок для стемпинга. В каждой баночке по 6 грамм продукта. И тут хочу отдать должное компании Beauty Lux, как же они здорово упаковывают свою продукцию. В этом наборе помимо шиммерных гель-красок идет также пластина для стемпинга от компании Beauty Lux и двухсторонняя кисточка. Пластина для стемпинга на подложке приходит с защитной синей пленкой, которую перед применением нужно обязательно снять. Пластина металлическая размером 6 на 12 сантиметров. На пластине представлены различные маскарадные маски. Тут также есть и логотип компании Beauty Lux, который тоже можно отпечатать. Ну и несколько надписей, которыми можно дополнить дизайн. Кисточка в наборе, как я уже сказала, двухсторонняя. Тут у нас вот с одной стороны колпачок с одним колечком, с другой стороны колпачок с двумя колечками. Таким образом можно ориентироваться, с какой стороны какая кисточка. Тут вот обе кисточки, они круглые, просто одна более тонкая и другая, ну так вот, более толстая, да, кисточка. Ворс искусственный, к ацетоносодержащим жидкостям устойчив. Удобно то, что два колпачка с двух сторон, соответственно, такую кисточку можно хранить как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Изначально ворсинки в транспортировочном клею, а так кисточки очень мягкие и податливые. Саму кисточку чуть позднее покажу в деле, а пока давайте рассмотрим именно гель-краски для стемпинга. Это, повторюсь, шиммерная коллекция, то есть в составе этих красок очень-очень мелкие блестки. Кстати, в такой коробочке очень удобно хранить вот эту вот всю коллекцию. Тут вот я показываю то, что на каждой пластиковой баночке с внутренней стороны есть также все обозначения, и каждая из баночек изначально была зафольгирована. То есть при транспортировке ничего не пролилось и никуда не вытекло. Силиконовой кисточкой выкладываю гель-краску на пластину для стемпинга. Затем скрапером убираю лишнее и отпечатываю рисунок на штамп. При этом прошу заметить, то, что штамп я использую прозрачный. Без предварительной просушки отпечатываю рисунок на типс. На типсе нет никакого липкого слоя, то есть типсы перекрыты просто белым и черным гель-лаком, топом, то есть дисперсии никакой на поверхности типс нет. После отпечатывания рисунка на подушечке штампа осталась гель-краска. Ее легко удалить при помощи УФ-фонарика. Я прихватываю этот рисунок, ну там буквально 2-3 секундочки, и затем уже при помощи скотча все, что не нужно, удаляется с подушечки штампика. И тут хочу обратить ваше внимание, то, что я не тороплюсь как-то быстро полимеризовать уже отпечатанные рисунки на типсах. И краска не расплывается, не растекается. То есть данные гель-краски отлично показали себя в работе. Безусловно, основным преимуществом в стемпинге при работе с гель-красками является то, что вам не нужно никуда торопиться. Последующие оттенки я также буду отпечатывать на прозрачный штамп, только вот процесс ускорю для того, чтобы не занимать особо ваше время. Пигментация у данных гель-красок просто великолепная, просто обратите внимание, как они смотрятся на черном фоне. Чуть позднее расскажу, чем именно меня заинтересовала данная коллекция, а сейчас еще немножко о свойствах этих самых гель-красок для стемпинга. Данные гель-краски с липким слоем, то есть после полимеризации на поверхности образуется дисперсионный слой. Несмотря на свою пигментацию и огромного количества шиммера, краски отлично полимеризуются.
Сейчас, возможно, кто-то скажет, ну да, конечно, стемпинг рисунок, он же тонкий, поэтому, ну, что там, какие могут быть сложности. Но на самом деле, да, действительно, стемпинг рисунок, он тонкий и, собственно, проблем с полимеризацией не возникнет. Но за счет того, что эти гель-краски очень хорошо просыхают, их можно использовать и в качестве цветного покрытия, то есть не только в стемпинге. Еще такой момент, некоторые цвета с коллекции могут показаться плюс-минус одинаковыми, но это на самом деле не так. Тут все дело именно в съемке, да, то, что камера все-таки из-за вот этого шиммера, она еще, знаете, не может передать вот насыщенность цветов. Процесс отпечатывания рисунков с пластины на штамп, со штампа на типс я специально не стала удалять, вырезать, для того, чтобы вы понимали то, что, ну, у меня это не просто, знаете, вот один раз получилось и все, вот я вам показываю. Нет, все абсолютно цвета, все оттенки я отпечатывала именно таким способом, без предварительной просушки, при помощи прозрачного штампа. На моем канале есть видео, там где я тестирую гель-краски для стемпинга, также от компании Beauty Lux, но только без шиммера, ну то есть обычные, да, стандартные цвета. И вот там я говорила то, что тут очень многое зависит именно от консистенции. Так вот, в данных гель-красках для стемпинга, вот именно с шиммером, консистенция плюс-минус точно такая же. Единственное, перед использованием не забывайте гель-краску перемешать. Ну вот в этой коллекции, например, может как-то там и шиммер осесть, и пигмент. В обычных гель-красках для стемпинга тоже пигмент бывает оседает. Поэтому перед использованием просто при помощи зубочистки немного перемешайте краску, и все будет хорошо. Кстати, заодно и пластину для стемпинга протестировали. Гравировка глубокая, все хорошо отпечатывается, то есть никаких вопросов, претензий к пластине для стемпинга у меня также нет. Ну и вот так смотрится последний оттенок из этой коллекции под номером 36, то есть у компании Beauty Lux 36 оттенков гель-красок именно для стемпинга. Ну а тут я решила вам показать, как отпечатывается рисунок с пластины обычным лаком для стемпинга. В логотипе компании Beauty Lux присутствуют и тонкие линии, и полые элементы, причем как в начале, так и в конце рисунка. И вот как вы сами видите, все отлично отпечаталось, каждая буковка, каждая циферка, все перенеслось с пластины на штамп и со штампа на типс. Мои постоянные зрители знают, что я очень люблю реверсивный стемпинг. В последнее время мне нравится раскрашивать именно гель-лаками либо гель-красками. Для раскрашивания тут, конечно же, лучше иметь именно пигментированные гелевые материалы. Вот поэтому мне, ну вот, я решила, что мне эта коллекция очень нужна. Тут обратите внимание, что при раскрашивании я особо цвет не растягиваю. Прям вот накладываю и вот как обычную раскраску, да, вот раскрашиваю. И вы только посмотрите, насколько тонким получается слайдер после полимеризации. И вот этот шиммер прям так классно переливается. Ну вот, мне очень понравились и оттенки, и сами гель-краски, и в стемпинге, и при раскрашивании. Мне прям сразу захотелось сделать кучу слайдеров, что я, собственно, и сделала. Представьте только, вот как красиво будут смотреться бабочки, цветочки, вот если раскрасить их именно вот шиммерными гель-красками для стемпинга. То есть не забывайте, что они еще и пигментированы очень. Вот такие красочные слайдеры у меня в итоге получились. Кстати, тут в качестве подложки я использовала топ без липкого слоя, также от компании Beauty Lux. Это не рабер топ, а это, ну, вот простой такой жидкий топ без липкого слоя. Ну и так как эти гель-краски можно использовать в качестве цветного покрытия, вот прям на черный цвет выкладываю два цвета. Этими красками очень легко сделать градиент, то есть переход из одного цвета в другой.
Специально сделала выкраску и на белой, и на черной типсе, для того, чтобы вы видели, как данная гель-краска перекрывает фон. Так как после полимеризации образовался дисперсионный слой, устанавливаю на него слайдеры. Закрепляю, перекрываю сверху матовым и глянцевым топом, для того, чтобы вы посмотрели, как эти гель-краски смотрятся и под глянцевым, и под матовым топом. Ну а если по каким-то причинам у вас не получается отпечатывать стемпинг-рисунок именно гелевыми материалами, или вы просто хотите сделать слайдеры про запас, показываю вам вариант создания таких слайдеров. На пластину для стемпинга я нанесла гель-краску для стемпинга. Скрапером убрала лишнее и отправляю на полимеризацию. После полимеризации ватным диском ацетоносодержащей жидкостью удаляю разводы с пластины и беру праймер. В данном случае я использую также праймер от компании Beauty Lux. Праймер наношу на рисунок и вокруг него такой большой площадью. После того, как праймер подсох, беру топ без липкого слоя и тонким слоем выкладываю на рисунок. Ну, то есть поверх вот этого рисунка. После полимеризации, опять-таки ацетоносодержащей жидкостью, я удаляю с пластины праймер. Именно праймер, потому что топ, он таким образом никак не удалится. Теперь апельсиновой палочкой немного поддеваю уже готовый слайдер, он легко отходит. Ну и, собственно, снимаю весь этот слайдер уже с пластины целиком. Слайдер получается очень тонким за счет того, что он гелевый, хранится он долго. Мало того, этот способ обеспечивает стопроцентно отпечатанный рисунок при условии, если вы изначально полностью заполнили гравировку гель-краской. Ну вот в данном случае гель-краской. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поставьте плюсик или смайлик в комментариях. Буду вам очень признательна. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!